закликала поїхати підтримати побратима. Хто в Росію не в'їзний, хто за кордоном, в кого справи. Савченко в Москве. Если честно, я немножко прибалдел, потому что Савченко в Москве это то же самое на первый взгляд, что Шарий поехал в Киев, там участвовать в каком-то суде, к примеру, но это только на первый взгляд. А вот не на первый взгляд, даже на второй и на третий создается впечатление, или вернее даже четкое понимание, что сверху спущены темники по поводу приезда Савченко в Москву. Давайте посмотрим вместе. Итак, пришлось ехать за инструкциями лично. Это у нас Униан. Фейгин, бывший адвокат Савченко, учитывая, что Надежду Савченко осудили в РФ, помимо прочего, за незаконное пересечение границы, выглядит это странно. Весьма. И после весьма многоточие. Ну, чтобы всем было понятно, что странно это выглядит не просто странно, а весьма странно. Ну, вы же понимаете. Да? А если не понимаете, то Фейгин объяснит даже в эфире украинского телеканала, который ему позвонил. Она бы не въехала, если бы не были на высоком уровне даны соответствующие гарантии. В этом нет никаких сомнений. Возможно, украинские журналисты не поняли, и поэтому Фейгин, хотя может уже остановиться, продолжает. Его не спрашивают, какие гарантии, что вы имеете в виду, он сам хочет продолжать. Потому что, видимо, кто-то договаривался об этом визите, и договаривались через людей, которые вхожи в соответствующие учреждения. И все, может остановиться, потому что в соответствующие учреждения все мы не дети, и все мы понимаем, что соответствующие учреждения это не библиотека, не детский садик и не музей, скажем так. Все уже все поняли, как бы можно остановиться. Но Фейгин продолжает. И прежде всего ФСБ, потому что оно держит границу, и, так сказать, все эти вопросы решает только оно. Ну, вот он и называет ФСБ. Имеется в виду, что со Савченко договорились с ФСБ. Ну, а кто мог договориться за Савченко с ФСБ? Ну, понятно, что не ее сестра. Значит, ее кто? Правильно, кураторы. Кураторы договорились с ФСБ, Савченко влетает и улетает. И ничего ей там не грозит. Марк Фейгин, лучший адвокат. Обращайся, он попиарится на тебе, а потом расскажет следующее. Я думаю, что ее выпустят, вне всяких сомнений. Поможет ли это Карпюку и Клыху? С моей точки зрения, нет. Я думаю, что приговор оставит в силе. Более того, и прилет ее туда не поможет Карпюху и Клыху. Приговор останется без изменений. Это не тот ли Фейгин, который всегда говорил, что надо как можно больше привлекать внимание к процессам. Савченко привлекла внимание к процессу. Что сейчас Фейгина не устраивает? Да все его устраивает. Он просто работает на свою аудиторию. Нет, вы знаете, это никак не окажется, потому что все эти решения заранее известны. И, так сказать, вне зависимости от того, присутствует там Савченко или не присутствует, эти решения будут вынесены. Ну, подожди. Ну, получается, что и адвокат не нужен этим подзащитным. Получается, и адвокатов надо гнать пинком под зад. Получается, и тебя надо из всех процессов выгонять. Потому что все, что ты делаешь на процессах, создается впечатление, что только пиаришься. Нет? Поскольку все решается не в Верховном суде, конечно, а в других местах. Поэтому я думаю, что нет никаких предпосылок для того, чтобы изменить приговор в отношении Карпюка и Клыха, их просто не существует. Вот интересно, все-таки у меня была ситуация когда-то, и адвокат в Европе мне сказал, мы по-любому сделаем вот это и вот это. Это сложно, но это возможно. И если бы адвокат, за которого платишь деньги, или за которого кто-то по-любому платит деньги, сказал, нет, да все уже, какая разница, ничего не изменить. И я бы сказал, иди-ка отсюда, Джонни, дай-ка мне вон того вот, Патрика. Их обменяют в лучшем случае. А это никак не связано, сколько им дадут, 20 лет или снизить до 15, какая разница? 20 лет или 15, какая разница? Это лучший адвокат современности. В принципе, ему вторят и некоторые эксперты, которым тоже очень странно кажется то, что Савченко приехала в Россию. Мне это тоже кажется странным, но немного по другим причинам, я потом скажу. Знову ж таки, її не визнали невинною. Її просто обміняли, її передали в Україну, її просто звільнили. І в цій ситуації вона знову ж таки повертається до Росії. Ну вот для Фейгина это странно, весьма. Многоточие, для того, чтобы его аудитория задумалась, вот что он имеет в виду. И вот для экспертов отдельных это тоже очень странно, ее же просто передали. Нет, ее не просто передали. И что вот этот эксперт, что Фейгин, наверное, просто забыли.
И сегодня, встретившись с ними, глава государства подписал указ о помиловании. Помилована. Значит, ее помиловали, значит, она может заезжать, может уезжать. Фейгин может не писать «странно», многоточие. Это не странно, это обычно. Другое дело, что если ее там не арестуют, на что я искренне рассчитываю, да, значит, она все-таки агент Кремля, потому что мы возвращаемся к украинским СМИ, которые получили темник сверху, где даже одинаковые предложения. Продолжаем обзор прессы. Так, пользователи соцсетей в Москву за инструкциями. Ну, конечно же, в Москву за инструкциями. Приехала за инструкциями. Савченко шокировала соцсети. Полис считает, что Савченко поехала к кремлевским кураторам за инструкциями. Боже ты мой. Березовец. Старый, пришлось ехать за инструкциями. Это уже другой политолог. Вот, Савченко прилетела в Москву за инструкциями от кураторов. Эксперт Березовец. За новыми инструкциями. Странно, да какие разные все. Савченко, смотрите-ка. Разные месседжи, правда? Савченко за инструкциями. Есть такого рода эксперты для тупых, я их называю. Ну, сейчас очень востребовано, кстати, в Украине. Вот Тарас Березовец рассказывает о том, что Путин никогда в жизни не освободит Савченко, не обменяет ее. Тобто він себе не захоче таким чином відбілити в очах Заходу, хоча б тим, що він відпустить Савченко? Він стане кращим відсюди для російського суспільства. Російське суспільство в абсолютній більшості і так підтримує все, що він робить. Когда человек, распираемый чувством собственной важности, начинает еще вот так вот говорить невнятно, тут приходится переводить. Короче, он объясняет, что Путину это не нужно. Какая разница? У него ничего не изменится, если он освободит Савченко. Россияне его и так любят. Короче, а дальше он будет рассказывать. Ему плевать, в общем, Путину плевать. На международное сообщество, на то, как его давят, ему все равно. Чи Захід від цього пробачить Путіну збитий малазійський Боїнг, там жертви на Донбасі, вбивство Бориса Німцова? Теж ні, звичайно. Ну, це як мінімум те, чого вимагають зараз і Меркель, і Оланд. Це була б нормальна реакція, скажімо так, передбачувана політика. Не освободить. Несмотря на требования Меркель, там, Оланда, да, все равно ему, потому что он непредсказуемый человек. Але Путін демонструє, що він іде такий серйозний хлопець, він піде до кінця. От, ти витягуєш фінку, він витягує пістолет. Ти витягуєш пістолет, він дістає кулемет. Тому це не його поведінка, це для нього не типово. Чому він зараз має несподівано йти на якийсь компроміс? Вытягивает финку, пистолет, все. Ну, короче, не освободит Путин, потому что он будет идти до конца, он такой играет из себя, строит из себя ковбоя, Путин имею в виду. Не вот этот вот эксперт. Этот эксперт вот уже в другом эфире, он рассказывает о том, что к Сенцову пытки применялись. Правда, Сенцов об этих пытках ничего не слышал, но это же эксперт. Для тех, кого надо, эксперт. Цього втручання і, до речі, тортури, які були задіяні до Сенцова, стали винесені надбанням цього світу. Весь мир узнал о пытках, применявшихся по отношению к Сенцову. Может, внутренний мир этого эксперта, я не знаю. Не хоче відступати Путін, він хоче демонструвати свою маскулінність, що він такий супермен, якому абсолютно плювати на будь-який тиск, який йде на нього ззовні. Он будет постоянно это повторять. Путину плевать, Путин не поменяет, Савченко не поменяют на Александрова и Ерофеева, не поменяют. Йому абсолютно плювати на долю Олександрова і Ерофеєва. Йому абсолютно байдуже, скільки років вони можуть провести в українській в'язниці. От, і тому цей варіант обговорювався по неформальних каналах з Росією. Їм пропонували подібну оборудку, але вони відмовлялися від неї. Тому я не вважаю, що цей варіант є реалістичним. Ну все, обговаривался этот вариант, но отказались. В общем, не обменяет Путин. Здесь эксперт Березовец рассказывает о том, какая Савченко. Ну, это просто символ какой-то Украины. И речь пойдет о настоящем подлинном герое Украины Надежде Савченко, которая сегодня стала буквально в смысле символом надежды новой Украины. Символом надежды новой Украины. И слезу забыл еще скупую мужскую пустить. Надежда Савченко стала для Путина приблизительно тем, чем в свое время был академик Андрей Сахаров для режима Леонида Брежнева. Ну ты махнул, я тебе скажу. Осознавая это, Кремль сегодня идет на любые попытки дискредитировать Надежду, к которым следует отнести недавнее фейковое письмо, якобы, которое было подписано президентом Петром Порошенко. Какой все-таки Кремль, да, интересно, вот дискредитация Надежды будет продолжаться после ее освобождения.
Хотя нет, эксперт же сказал, что ее никогда не освободят. Кремль сегодня лихорадочно пытается найти любые способы выйти из скандала с Надеждой Савченко. Странно. А еще вчера, по заявлениям эксперта, Путину было плевать. А сегодня уже Кремль уже пытается выйти из скандала. И вот Надежду не освобождают. И это видео уже не Надежды, и это уже не украинский аэропорт. От. А що стосується самої Надії Савченко, то я думаю, що однозначно, що вона буде в великій політиці, вона не буде відсиджуватися. Ну, конечно, она не будет отсиживаться. Символ Украины, что ей отсиживаться-то? Ну, в общем, не освободили ее, видите? В общем, все как и предвещал эксперт. А что там он рассказывал? Там символ Украины и... Те, хто є Надія Савченко, вона ніколи не була самостійним політиком, і таким ніколи не буде. Вона діє виключно в рамках тої матриці, яку для неї прописують. Причому прописують не з території України. А, так она вообще ничтожество, получается, и действует только в соответствии с матрицей, которую ей пишут не на территории Украины, и, как мы понимаем, не на территории Евросоюза, а вон там вот. И плевать, что он говорил вчера, правда? Що в цей проект вкладалися величезні зусилля, і не лише фінансові, і продовжують вкладатись. Тому її потенціал сьогодні становить серйозну небезпеку для України. Если в этот проект, в проект Надежды Савченко, кремлевский проект, вкладывались огромные средства, значит, эти средства частично шли на оплату высказываний вот таких экспертов, как Тарас Березовец, который заявлял о том, что Савченко символ новой Украины. Обвиняете Надежду Савченко в сотрудничестве с Москвой? Ну, це є очевидним. Очевидным есть то, что Савченко или ее арестуют, или ее не арестуют, или она споткнется там, или она выйдет оттуда с цветами. Освободят Клыха, скажут, что это Кремль специально под свой проект освободил для Надежды Савченко. Не освободят, скажут, ну вот, мы же так и говорили. В общем, в любом случае Савченко окажется плохой. И часть народа продолжает верить в то, что она работает на Кремль. Часть народа, у которого есть IQ, не верят в это. Почему не верю в это я написал на Facebook. Потому что только в фильмах, знаете, шпионы выглядят или вот так вот, поднимают воротник, смотрят через плечо в черных очках и в шляпе. В плаще обязательно, длинном очень. Только в кино работающие на какую-то разведку люди так палятся. Я убежден, что в украинском политикуме есть люди, работающие на разные разведки. Но люди эти, поверьте, это самые главные патриоты Украины. Они всегда поступают правильно, они очень четко знают, что надо говорить, они любимы публикой и облизаны украинскими СМИ. Теперь к вопросу о том, почему я не понял этой поездки. Ну, в любом случае, это, ну, как это, стрёмно, знаете. И понятно, что там, иду на волну, да мне плевать, вы не поехали, я поехала. Это все выглядит очень даже достойно, когда не перебивается всеми СМИ и не начинает нагнетаться то, что сейчас нагнетается. Но, ну, как бы я не знаю, я бы не поехал. Считайте меня жалким трусом.